Привет! Мы у Галилейского моря. Вот здесь, на северо-западном берегу, есть 7 источников, которые впадают в это море. В древние времена эта местность называлась Эптопигон, от греческого «семь источников». Постепенно слово стало звучать как «тапха». Согласно Писанию, именно здесь происходили многие важные события, описанные в Евангелиях. Одно из них – чудо умножения хлебов и рыб, сотворенное Иисусом у 7 источников на берегу Галилейского моря. Согласно Библии, Иисус тогда сумел накормить 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек. Иисус пришел сюда помолиться в одиночестве, когда узнал о смерти Иоанна Крестителя. Но за ним последовали его ученики, а за ними народ с просьбами об исцелении. Иисус исцелял. Когда же наступил вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал им: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлеба ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. На месте этого чуда в IV веке была построена небольшая церковь, алтарем которой служил тот самый камень, на который Иисус ставил хлеба и рыбу. Через некоторое время церковь была разрушена, вероятно, оползнем соседних холмов, и над ней была возведена базилика, пол которой украшала прекрасная мозаика. Эта церковь была разрушена персами в VI веке, и более 13 веков на этом месте были лишь исчезающие руины. А в 1932 году археологами была обнаружена старая каменная кладка с сохранившейся мозаикой. Можно назвать настоящим чудом, что мозаика сохранилась и до наших дней и является главным украшением нового храма, построенного здесь в 1982 году.
Вот здесь мы видим черную базальтовую кладку базилики V века. Знаете, меня просто поразили вот эти витражи. А еще меня впечатлили витражи. Посмотрите, это что-то мистическое и апокалиптичное. Вот здесь сохранившаяся древняя кладка. Сейчас здесь служат монахи Бенедиктинского аббатства. Интерьер церкви скромен, возможно, это сделано специально, чтобы не отвлекать внимание от главного в храме – подлинной древней мозаики времен раннего христианства. Есть еще один объект, который я хочу вам показать. Посмотрите вот на этот каменный круг. Он из V века, ему чуть больше 1500 лет. И он был привезен сюда из церкви города Хеврона, города патриархов. Вы знаете, что это? Ну, конечно, это баптистерий. В этой штуке крестили людей. В те времена было много обращений, и, как видно по размерам этой крестильной купели, она предназначалась для крещения взрослых людей. На этом все. Присоединяйтесь к нам в наших следующих путешествиях. С меня новое интересное видео, с вас подписка, лайк и комментарий. Помогите алгоритмам YouTube найти тех, кому этот канал будет интересен. Всем пока! Самое интересное впереди!